Всем привет! Давайте сделаем полезную самоделку из подручного хлама. Основу составит 10-литровая канистра и 50-мм сантехтруба. Размечаем центры по обеим сторонам и подходящей коронкой сверлим отверстия. Если нет коронки, обведите контур трубы маркером и аккуратно сделайте прорезь. В электротоварах приобретите розетку подобного типа, подходящего размера. Чем плотнее заходит, тем лучше. Если труба очень плотно входит в отверстие, обработайте края напильником или наждачкой, чтобы увеличить диаметр. Должно входить слегка свободно, не туго. Проденьте трубу насквозь канистры и отрежьте лишнее. От остатка отпилите кольцо. Его следует разделить на 2 или 3 части. Из этих частей можно сделать ограничитель, чтобы трубка не провалилась внутрь канистры. Но я пошел другим путем. Просверлил по бокам 2 отверстия в розетке, через которые винтами закрепим ее в трубке. Если крепиться через части кольца, то в них тоже надо сделать отверстие. Раз уж сверлим, то с узкого края трубы сделаем отверстие. А к широкой части подберем подходящую коронку, с помощью которой сделаем отверстие в фанерке. Отрезаем от фанеры выступающую за края часть и придаем ей овально-каплевидную форму. Не идеально получилось, но в целом норм. Теперь сверлим с 3 сторон отверстия в торце фанерки, после чего через них, как по шаблону, проделаем отверстие в широкой части трубы. Загоняем подходящие винты, проверяем конструкцию. Теперь нужно сделать ручку. Я решил попробовать сделать складной вариант и чтобы она прокручивалась в ладони. Для этого собрал конструкцию из 2 болтов. Малый болт скобами будет удерживаться на фанерке, а гайка в его центре выполнять роль шарнира для ручки. У гайки надо убрать грани, чтобы они не мешали движению, и приварить ее к болту, который послужит ручкой. После сварки пройдитесь по резьбе метчиком, так уберем шлак и прочие помехи. Чтобы ручка была вращающейся, отрезаем подходящий кусок ПВХ трубы и фиксируем ее гайкой. И по поводу фиксации. Кое-где применял синий фиксатор резьбы. Впрочем, в видео постарался показать все наглядно. Покраской не занимался, окрасил только место сварки, чтобы не так ужасно смотрелось. В общем, вот такую идею складной вращающейся ручки хочу предложить. Ранее не попадалось мне такое на глаза. Далее. Купил бухту провода аж 50 метров. В крышке сверлим отверстие. Пропускаем провод. Далее провод следует через горловину канистры к отверстию со стороны узкой части сантехтрубы. Тут сами определитесь, что куда вам удобно. Через ранее просверленное отверстие выводим провод через трубу и проталкиваем все это хозяйство насквозь через канистру.
К выводу крепим розетку. Завязываем узелок, чтобы он не позволил проводу просмыкнуться и не создавал рывков на розетке. Затягиваем провод с розетки в трубу. Заправляем розетку в трубу и фиксируем ее винтиками. На выступы винтов наворачиваем гайки и понимаем, что в данном случае ранее созданные части от кольца для фиксации трубы нам уже не нужны. Но я показал их в видео, может кому-то пригодится. Теперь через заранее подготовленное отверстие крепим фанерку с ручкой. И тоже фиксируем изнутри гайками. Наступает долгожданный момент – проверка конструкции в действии. Легко и просто кабель поступает в канистру и наматывается на трубу. Надо сказать, я не думал, что влезут все 50 метров, рассчитывал хотя бы на 40, так как накрутка получается не слишком плотная внутри. Однако нет, все 50 метров легко зашли внутрь, можно сказать со свистом. На второй конец крепим вилку и получаем удобный 50-метровый удлинитель с ручкой для переноски. Доставать кабель, как и сматывать, тоже удобно. Один момент, ручка болтается, и это мне не понравилось. Но проблема решается просто, за счет клипса для ПВХ труб. Вот, теперь я доволен. Этот вариант лучше всяких там бухт или намоток на катушки или мотовила. Кабель не путается, хранить и переносить легко, пользоваться одно удовольствие. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Свое мнение, вопросы или дополнения оставляйте в комментариях под видео. Стараюсь отслеживать комменты на Дзене и Ютубе. За подписку отдельная благодарочка. Всем удачи, до новых встреч. Пока.